Обычные ошибки, которые совершают 90% девушек, делают их легкой добычей. В этом видео 10 простых, но мощных правил, которые реально могут спасти твою жизнь. Досмотри до конца, один из советов может стать решающим. Правило первое. Если чувствуешь слежку, меняй темп и маршрут. Ты идешь по улице, все кажется нормальным, но вдруг легкое чувство тревоги. Кто-то идет за тобой, совпадение. Проверить легко. Измени темп, сверни на другую улицу, зайди в магазин. Если же человек повторяет твой маршрут, это тревожный сигнал. Преследователи рассчитывают, что жертва будет вести себя предсказуемо. Они знают, что люди ходят привычными маршрутами, не обращая внимания на окружающую среду. Именно это делает вас уязвимыми. Что же делать? Всегда знай запасной путь. Сначала иди обычной дорогой, но в голове держи несколько альтернативных маршрутов. Используй витрины магазинов, чтобы наблюдать за человеком, идущим позади тебя. Если же сомневаешься, зайди в людное место, поговори с персоналом или же попроси кого-то проводить тебя. Еще один прием – сымитировать телефонный звонок. Произнеси вслух что-то вроде «Привет, да, я уже подхожу, ты меня ждешь у выхода». Это сразу снижает вероятность нападения, так как у потенциального преследователя складывается впечатление, что тебя кто-то ожидает. Главное, не будь легкой целью. Спокойная, уверенная походка, взгляд вперед, минимальный контакт с телефоном на ходу. Хищник выбирает слабых, не давая ему даже повода подумать, что ты одна из них. Если ты когда-то сталкивался с тем, что за тобой кто-то следит, как ты действовал в этих ситуациях? Расскажи об этом в комментариях. Второе правило. Доверяй, но проверяй. Никогда не ведись на просьбы о помощи от незнакомцев. Например, к тебе подходит мужчина и говорит: «Помоги, пожалуйста, у меня заглохла машина, можешь ли мне подержать капот?» Только помогите убрать машину с дороги. Или же наоборот подходит безобидная женщина с грудным ребенком и просит донести пакет до подъезда. Звучит безобидно, не так ли? Но, к сожалению, преступники именно таким путем и манипулируют людьми. Ключевая уловка – это создать ситуацию, в которой тебе будет неудобно отказать. Люди в целом боятся показаться грубыми для других людей, и этим пользуются как раз-таки преступники. Они рассчитывают на твою доброту. Как правильно реагировать? Первое. Не вовлекайся в ситуацию физически. Если кто-то подбегает и просит о помощи, предложи сделать звонок или же вызвать полицию. Мне вам вызвать эвакуатор? Нет, Человек, который реально нуждается в помощи, он согласится, а манипулятор откажется. Второе. Держи дистанцию. Не наклоняйся в машину, не заходи с незнакомцем в подъезд, в квартиру. Не оставляй свой личный комфорт и свою безопасность под угрозой. Третье. Сканируй обстановку. Посмотри, есть ли вокруг вас люди. И задумайся, почему этот человек выбрал именно тебя в оказании помощи. Помни, отказ – это не грубость. Это адекватная реакция на потенциальную угрозу. Настоящая помощь – это не подвергать себя риску, а находить безопасные альтернативы. Третье правило. Не ведись на тихие звонки. Это может быть слежка. Ты берешь трубку, на том конце тишина. Просто случайный сбой связи, но нет. Возможно, это проверка. Преступники используют тихие звонки для двух целей. Первое. Фиксация твоего местоположения. Если ты берешь трубку, это означает, что телефон при тебе, и ты можешь находиться в зоне досягаемости. Второе. Запись твоего голоса. В некоторых случаях преступники могут собирать аудиофрагменты, чтобы в дальнейшем смонтировать разговор и использовать его с целью обмана. Как правильно реагировать? Никогда не говори «да» и не называй своего имени. Просто положи трубку. Если звонки повторяются, блокируйте номер. Также никогда не перезванивайте на незнакомые номера, особенно если это короткие или международные номера. За такие звонки с вашего баланса могут списываться денежные средства. Дополнительный уровень защиты. Сейчас можно установить приложение, которое будет сразу определять подозрительные звонки. Также не раздавайте свой номер случайным людям. И если вам продолжают поступать какие-то звонки с подозрительных номеров, эти номера добавляйте сразу в черный список. Если же вы сталкивались с подобными ситуациями, расскажите, как вы с ними справлялись в комментариях. Четвертое правило. Не публикуй местоположение в реальном времени. Ты наверняка делала так: приезжая в кафе, выкладывала сторис, пока еще там, или же только приехав на место, выкладывала пост со своим местоположением. Кажется, что тут нет ничего такого страшного. Ну а что такого? Все так делают.
А теперь представь, что эта информация кому-то очень нужна. Например, твой бывший, который тебя преследует. Или же просто какой-то странный тип увидел тебя в соцсетях и теперь смотрит где-то. Ты даешь ему дорожную карту, что вот она, я здесь, приходи. И самое неприятное, ты никогда не узнаешь, кто реально следит за тобой. Ты не можешь контролировать, кто просматривает твои сторис, или же кто их кому пересылает. Также ты не можешь проверить, кто случайно зашел на твой профиль и теперь следит за тобой, где ты бываешь чаще всего. Это не означает, что нужно параноить и совсем ничего не выкладывать. Просто не делай этого в режиме реального времени. Сторис можно опубликовать через несколько часов после того, как ты уехал с локации. Или же, находясь дома вечером, можешь это опубликовать. Пусть все думают, что ты еще там находишься, когда тебя на самом деле давно уже там нет. Самая частая ошибка женщин в вопросах безопасности – это не видеть реальность такой, какая она есть. Это все бред и неправда. Это самый популярный комментарий под видео о личной безопасности. Почему люди так говорят? Потому что им страшно признаться, что мир – это небезопасное место. Это тревожит, это заставляет переживать. Поэтому они так пытаются себя успокоить. Но отвергать реальность значит оставаться уязвимым. Инфантильная позиция «со мной такого никогда не случится» делает человека идеальной жертвой. Именно так думают те, кто в итоге оказывается в ловушке, в токсичных отношениях, в такси с опасным водителем, в опасных районах на улице. Мы понимаем вас. Никто не хочет жить в постоянном страхе. Но безопасность – это не про тревогу, это про контроль. Мы не запугиваем, мы показываем реальность, чтобы ты перестала быть жертвой и начала управлять своей безопасностью. Мы сделали бесплатный тест, который покажет, какие ошибки в безопасности совершают 90% женщин и детей, где твои слабые места и как их закрыть. Как перестать надеяться на удачу и начать действовать осознанно. Мир не самое безопасное место, но ты можешь сделать так, чтобы тебя это не коснулось. 15 минут, которые однажды могут спасти тебе жизнь. Ссылка в описании. Проверь себя прямо сейчас. 5-е правило. Проверяй, что под машиной перед тем, как в нее сесть. Слушай, я понимаю, что звучит достаточно странно. Кто вообще в целом проверяет, что под машиной перед тем, как в нее сесть? Ну давай представим ситуацию. Ты идешь вечером к машине, устала, мысли где-то далеко. Уже достаешь ключи из сумки, подходишь к машине, открываешь дверь, и в этот самый момент кто-то хватает тебя за ноги. Или бьет по ахиллу. Ты падаешь, теряешь ориентацию, и все. У тебя нет шансов быстро среагировать. Это не сцена из фильмов, а реальная схема, которую использовали и используют преступники. Они прячутся под машиной и ждут, пока ты подойдешь к ним сама поближе. А ты ничего не видишь, потому что никогда не смотришь вниз. Еще один вариант – это метки на машине. Например, стикер или жвачка на ручке двери. Ты подходишь, тупо смотришь, пытаешься понять, что это, а в этот момент кто-то уже подходит к тебе сзади. Поэтому просто выработай привычку. Перед тем, как ты подошла к машине и открыла дверь, осмотрись, посмотри под машину. Это займет всего-навсего секунду, но, возможно, спасет твою жизнь. Если ты видишь что-то странное, особенно какие-то неизвестные тебе предметы, ни в коем случае не трогай это руками. А лучше всего вернись обратно в здание, и если есть такая возможность, попроси кого-то о помощи. 6-е правило. Осматривайся перед входом в подъезд, а также перед входом в свою квартиру. Ты когда-нибудь подходила к своей двери и чувствовала, что что-то не так? Вроде бы все как обычно, но внутреннее ощущение дискомфорта тебя не отпускает. Проблема в том, что большинство людей вообще не смотрят по сторонам, когда открывают дверь или же заходят в подъезд. Они копаются в сумке в поисках ключей, думают о чем-то своем, и это самый уязвимый момент. Теперь представь, ты подходишь к подъезду, открываешь дверь и даже не обращаешь внимания, что кто-то стоит рядом в тени, курит или просто делает вид, что он кого-то ждет. И он следом входит за тобой. Или другая ситуация. Ты уже на своем этаже, достаешь ключи, чтобы открыть квартиру, но кто-то стоит в коридоре позади тебя. Ты не знаешь, что у него на уме. Может быть, это просто сосед, а может быть, это человек, который давно уже наблюдает за тобой и ждет подходящего момента. Что делать? Перед тем, как зайти в подъезд, окинь территорию взглядом. Если кто-то маячит рядом, то зайди в магазин, если есть такая возможность, или сделай вид, что ты кого-то ждешь. То же самое на этаже. Если кто-то есть в коридоре и тебе некомфортно, то пока не подходи к своей двери. Если человек явно стоит без цели, уходи, вернешься потом. Пусть у него не будет удобного момента. Запомни, если что-то кажется тебе подозрительным, то скорее всего это так и есть. Тебе ничего не стоит потерять несколько минут, осмотреться и понять, что ты заходишь домой без попутчика. 7-е правило. Будь непредсказуемый. Меняй маршруты и расписание. Ты ходишь в магазин по одной и той же дороге. Или же возвращаешься с работы в одно и то же время. Бегаешь по одному и тому же маршруту. Если да, ты становишься предсказуемым, а это значит, становишься легкой мишенью. Преступники никогда не нападают спонтанно. Они изучают своих жертв.
Им необходимо знать, когда и где у тебя самый уязвимый момент. Как делать правильно? Меняй дороги. Иногда ходи по другим улицам, даже если твой путь будет дольше. Не афишируй свое расписание. Если ты ходишь в зал или на работу в одно и то же время, пусть никто не знает об этом заранее. Добавляй хаос. Иногда на работу выходи чуть раньше, в следующий раз, наоборот, чуть позже. Изменяй свой обычный распорядок дел. Преступники ищут удобные цели, а если ты непредсказуемый, тебя невозможно подловить. 8 правило. Всегда держи ключи в руке перед входом в дом или же когда подходишь к машине. Когда ты роешься в сумке в поисках ключей, твои руки заняты, голова опущена, твое внимание выключено. Это тот самый момент, когда проще всего на тебя напасть. Ты стоишь статичная, никуда не движешься. Тебе достаточно просто толкнуть внутрь подъезда или машины, и все. У тебя нет времени ни на реакцию, ни на сопротивление. Один резкий рывок, и ты уже не снаружи, а внутри, в закрытом пространстве, где никто не увидит, что с тобой происходит. Этот сценарий повторяется снова и снова. Что делать? Все просто. Ключи в руке должны быть заранее. Ты подошла, открыла, зашла, закрыла. А если вдруг кто-то идет слишком близко, ключи становятся оружием. Зажал их между пальцев и считай, у тебя есть импровизированный кастет. 9 правило. Меняй имя в сервисах доставки на мужское. Если в заказе стоит имя, допустим, Андрей или Иван, то курьер с большой долей вероятности оставит заказ у двери и уйдет. Но максимум подумает, что заказ сделала семья. А если в заказе указано Катя или Настя, тогда есть варианты. Он может остаться у двери, мельком заглянуть, когда ты забираешь пакет, или на крайний случай запомнить твой адрес. Я не говорю, что все курьеры опасны, но тебе не нужен даже один, который решит после доставки написать тебе или еще хуже запомнить, где ты живешь. Просто поставь нейтральное мужское имя. Отметь оставлять у двери и все. Это займет 10 секунд твоего времени и исключает возможные проблемы и лишнее внимание в твою сторону. А когда мы все решили, что курьерам можно доверять? Вдруг тот парень, который сегодня привозит вам ужин, на самом деле устроился курьером условно день назад. Вы осознанно открываете ему дверь в свой подъезд, затем осознанно открываете дверь в свою квартиру. Почему вы так уверены, что он не какой-нибудь маньяк или убийца? Вы серьезно никогда об этом не задумывались? 10 правило. Будь внимательна к странным предметам на машине или двери. Если ты подходишь к автомобилю и видишь на ручке двери какие-то странные предметы, стикер, жвачка, веревка, ткань, то ни в коем случае не трогай их руками. Преступники используют такие вещи, чтобы отслеживать жертв. Они оставляют метку и через несколько часов возвращаются и проверяют. Если метка на своем месте, значит автомобилем давно не пользовались. Если метка была снята, значит жертва находится где-то поблизости. Есть еще одна опасная схема, когда на метку наносится опасное вещество, вызывающее головокружение и слабость. В некоторых странах уже были зафиксированы случаи, когда девушки дотрагивались до таких меток, и спустя какое-то время они начинали чувствовать слабость, головокружение и теряли концентрацию. Что делать? Не трогай руками. Если ты, подойдя к автомобилю, обнаружила, что на дверной ручке что-то странное, то просто обойди свой автомобиль и сядь с другой стороны. Если ты обнаружила что-то подобное на ручке двери своей квартиры, то попробуй убрать это салфеткой или каким-то посторонним предметом. Если же не предоставляется это возможным, то обратись в охрану или вызови полицию. Будь внимательна к повторяющимся меткам. Если сегодня ты обнаружила стикер, а завтра еще какой-то предмет, то это не случайность. Это как с непонятными предметами на улице. Лучше не трогать и не прикасаться к этому, ведь ты не знаешь, кто и для чего эту вещь оставил. Мы только что разобрали 10 простых, но критически важных советов по безопасности. Но вот в чем проблема. В жизни все происходит куда быстрее, чем ты успеваешь вспомнить все, что ты услышала на видео. Тебе нужно не просто знать, а уметь применять эти знания в реальных ситуациях. Если это видео оказалось тебе полезным, поделись ссылкой на него с тем, кому оно может пригодиться. Потому что безопасность — это не про страх, это про силу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Всем пока!